Приветствую вас! Сегодня будем вязать вот такой брелок. Мышку. Давайте я вам покажу. Смотрите, какую мышку, какой брелок для ключей или на сумочку можно связать из остаточков пряжи. Я увидела эту идею на просторах интернета, и мне она очень понравилась. Смотрите, какая смешная получается и прикольная мышка. Она тактильно приятная, смешная и забавная. Можно связать за один вечер вот такую милую подвеску для сумочки или рюкзачка. Эту мышку я вам показала в одном из влогов, где рассказывала, что связала за неделю. И в других соцсетях у меня спрашивали, как можно связать вот такой брелок. Я решила снять небольшой мастер-класс, чтобы, если вы захотите побаловать себя вот такой смешной мышкой, украсить свой образ, чтобы мог связать каждый. Ну и давайте начнем. Нам с вами понадобятся остаточки ниточек. Розовенький — это будет носик. А вот основной цвет вот такой будет, она будет и рыженькая, и серенькая. Берем ниточки с пухом, так чтобы можно было начесать нашу мышку. И крючок к этой ниточке у меня подходит 2,5. Вы можете вязать из любой ниточки, просто правильно подберите крючок. Ну что, начнем? И начнем мы вязать с носика. Начинаем мы с кольца амигуруми. Единственное, что мы с вами делаем, кольцо амигуруми не 6 столбиков, а 4. Первый, второй, третий и четвертый. Как всегда, мы с вами стягиваем кольцо и делаем соединительный столбик. Готово. Следующий второй ряд мы вяжем столбик без накида, прибавка. А так повторим 2 раза. Столбик, прибавка. Еще один раз столбик. Сюда прибавочку. Второй ряд готов. Третий ряд похожая схема. Мы просто с вами вяжем столбик без накида, прибавка, но повторим так 3 раза. Столбик, прибавка, и последний раз, третий столбик, прибавка. Можно немножко подтянуть. И следующий ряд у нас будет убавочный, поэтому я вам предлагаю хвостик сделать как маркер. Мы формируем с вами носик мышки. Мы вяжем столбик, делаем одну убавку. Так повторим 3 раза. Убавку сделаем вот так. Легким, простым способом. У нас с вами простое, интересное вязание. Столбик, убавка. И последний раз столбик и убавочка. Мы закончили вязать с вами 4-й ряд, и на этом носик мышки закончен. Поэтому мы вот этот маркер уберем. Дальше мы будем с вами вязать голову. Для этого нам нужно с вами взять ниточку. В принципе, эту ниточку мы можем с вами обрезать, она нам больше не понадобится. Давайте сделаем вот так. Все.
У нас эта ниточка останется, потом мы свяжем хвостик, но это уже будет в конце. Пока ее отложим. А сейчас берем ниточку основного цвета. И пятый ряд у нас будет с вами. Давайте я пока вот так вот этот хвостик просто положу вместо маркера. Его потом позже уберем. И мы вводим с вами вот эту ниточку. Давайте сделаем вот так. Мы вяжем с вами столбик. Так. Эти хвостики надо нам вязать будет. Схема вязания такая: столбик, прибавка. Так повторим 3 раза. Вот сюда делаем прибавку. Первый раз. Следующий столбик. Дальше у нас прибавка. И третий раз, последний столбик. И последняя прибавка у нас. Пятый ряд закончен. И теперь давайте вот эти все ниточки мы с вами уберем. Они нам не нужны будут внутрь, чтобы они не мешали нам вязать. Хвостик я спрятала, и давайте возьмем просто маркер, чтобы мы не потерялись, и отметим начало ряда. Шестой ряд у нас с вами будет 2 столбика без накида, прибавка. Вяжем первый столбик, второй, прибавка, и еще 2 раза. Первый столбик, второй, прибавка. Последний столбик у нас прибавочный. Так, не захватила. Шестой ряд закончен. У нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Седьмой ряд вяжем 3 столбика, прибавка. Прибавка. Так повторим тоже 3 раза, и у нас с вами должно получиться 15 столбиков. Последний раз. Третий столбик. Последний у нас с вами прибавочка. 2 столбика в одну петлю. Седьмой ряд закончен. Восьмой ряд мы вяжем по кругу 15 столбиков без накида. Давайте это сделаю в ускоренном режиме. Восьмой ряд закончен. 15 столбиков без накида мы с вами провязали. Девятый ряд у нас тоже будет с вами прибавочный. Мы вяжем 4 столбика без накида, прибавка. Первый, второй, третий,
четвертый, здесь делаем прибавку. И так повторим еще 2 раза. Первый, второй, третий, четвертый, прибавка. И последний раз. Первый, второй, третий, четвертый. И вот как раз у нас последняя прибавочка. В девятом у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. 10 вяжем 5 столбиков без накида, прибавка. Так тоже повторим 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. И последний раз 5 столбиков. И заключительная у нас прибавка. В 10 ряду у нас 21 столбик. 11 ряд, схема вязания, 4 столбика без накида, прибавка. Так повторим 4 раза. Первый столбик, второй, третий, третий, четвертый. Дальше мы с вами вяжем прибавку. И еще 3 раза так. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем прибавку. Еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, прибавка. И последний раппорт вяжем. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Тут мы вяжем с вами прибавку. И вот у нас остается 25 столбик, 25 столбик. Провязываем 1 столбик. Наш 11 ряд закончен. 12 ряд, тут немножко другая схема вязания будет. Давайте я вам сейчас расскажу. И в принципе наша голова нашей мышки уже будет почти готова. Вяжем раппорт 4 столбика без накида, прибавка. Так сделаем 2 раза. Начнем. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Делаем прибавку. Вяжем еще 1 раз. 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Теперь мы делаем прибавку. Дальше мы с вами вяжем 10 столбиков без накида. Тут осторожно, не пропустите нигде петелечку. Ну, даже если пропустите, ничего страшного. Первый, второй, мы с вами все исправим. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой,
8, 9, 10 столбик. И осталось у нас с вами 5 столбиков. И мы провяжем 4 столбика без накида и сделаем в конце прибавку. Первая, вторая, третья, четвертая. И вот у нас последняя с вами петля, мы делаем прибавку. Вот так. 12 ряд у нас с вами закончен. Давайте этот маркер уберем пока. Этот маркер мы с вами вот так положим. И теперь дальше с 13 ряда мы с вами 3 ряда подряд провязываем по 28 столбиков без накида по кругу. Ну и давайте я это уже сделаю за кадром. И встретимся уже с вами, когда провяжем эти ряда. Вяжем по кругу 28 столбиков. Мы провязали с вами 13, 14 и 15 ряд по 28 столбиков без накида. Следующий 16 ряд у нас будет убавочный. Схема вязания такая. Мы вяжем 5 столбиков без накида, убавка. Так повторяем 4 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше мы делаем убавку. И так повторим еще 3 раза. 5 столбиков. Четвертый, пятый. Так, не мешай мне. И тут убавка. И вяжем так до конца ряда. Пятый и последняя у нас убавка. Мы закончили с вами вязать 16 ряд. Немножко голова закруглилась. Теперь мы будем с вами ее сшивать, связывать. Но для начала нам нужно наполнить холофайбером голову. Давайте наполним. Не забудем про носик наполнить его тоже. Наполняем не слишком плотно. Это же у нас с вами брелочек. Он не должен быть слишком тяжелый. И у нас с вами осталось 24 столбика. Значит, мы с вами провяжем 12 столбиков. Мы соединяем полотно вязания и будем провязывать через первое и второе полотно. Давайте сделаем воздушную петлю подъема. И здесь мы с вами провяжем не столбиками без накида, а сделаем соединительные столбики. Такой соединительный полустолбик с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10,
11, 12. Все. Голова готова, потом мы сделаем ушки. И нам осталось с вами провязать тело. Тело мы будем вязать столбиками с одним накидом. Вяжем петля в петлю столбиками с одним накидом. Двенадцатый. Смотрите, так мы с вами повторим до необходимой длины самого брелочка. Давайте это сделаю за кадром. Примерно нам надо с вами связать 10 рядов по 12 столбиков с одним накидом. А вы уже смотрите, какой длины вы хотите себе мышку. Давайте я сделаю это за кадром и расскажу вам, сколько у меня рядов получилось. Так, я провязала 10 рядов по 12 столбиков с одним накидом. Что делаем дальше? Делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. И первую мы делаем с вами убавку. Дальше вяжем 1 столбик. Так, тут у меня что-то. Второй столбик. Хвостик потом запрячу. Третий столбик. Немножко мы так немножко скосим с вами. Здесь давайте снова сделаем с вами убавку. Вот так. И вяжем дальше 1 столбик, второй столбик, третий столбик и снова у нас с вами последняя будет убавка. Все. Вот такая мышь у меня получится. Для меня вот как раз удобная, так в ладошку она ложится. Что нам осталось с вами? Нам нужно будет обвязать тело мышки, и когда мы будем обвязывать, мы с вами сделаем лапки для нее. Поэтому здесь мы с вами ниточку обрезаем. Закрепляем, и потом мы вяжем. У меня, смотрите, она такая рыжуля получилась, потому что у меня ниточка меланжевая. Но тем интереснее будет моя мышка. Давайте сначала мы обвяжем, а потом я покажу, как вязать ушки. Пришьем ушки и закончим нашу мышку. Берем ниточку и начинаем обвязывать. Обвязывать мы будем столбиками без накида. Находим здесь, вот, вводим крючок. Этот хвостик мы с вами вяжем, делаем воздушную петлю и вяжем столбиками без накида. Смотрите, мы с вами провяжем буквально 3 столбика. Тут уже хаотично, можете 3 столбика. И нам надо сделать лапку. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такой длины у нас будет лапка. Теперь нам надо с вами связать пальчики. Пальчики вяжем 1,
вторая, третья, четвертая. То есть мы с вами набрали 14. Теперь провязываем 3 соединительные столбика. Первый, второй, третий, пальчик. Теперь 1, 2, 3, 4. И снова 1, соединительные 2, 3. И опять набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Делаем 3 соединительные столбика. Первый, второй, третий. Вот лапка готова. И смотрите, мы вводим вот сюда крючок в начало, делаем соединительный столбик. Такая лапка. И дальше продолжаем по цепочке делать в каждую петлю соединительный столбик. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. И вот делаем 10. И продолжаем наше вязание столбиками без накида. Так. Вот одна лапка уже готова. Видите, какая она такая получается? Хорошенькая. Дальше вяжем до этого момента. Ну, не буду вам говорить, сколько столбиков без накида. Тут уже сколько у вас получится. Мы просто делаем красивый край нашей с вами мышки. Тем более мы сейчас ее сделаем начес ей. И все эти неровности абсолютно не будет видно. Подходим к краю мышки. Так, давайте еще один столбик я сделаю здесь. Вот. И сделаем точно такую же ручку. 10 воздушных петель для ручки и 4 для пальчика, то есть 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дальше делаем 3 соединительные столбика, 4 воздушные петли, 3 соединительные столбика, 4 воздушные петли, 3 соединительных столбика. Дальше, смотрите, вот сюда же, где мы делали с вами соединительный столбик, мы сюда тоже делаем такую ручку, вводим крючок. И дальше по этой же цепочке мы с вами вяжем соединительными столбиками. По цепочке продолжаем вязать соединительными столбиками. Десятый. Ну и все. И снова возвращаемся и вяжем столбиками без накида. Вот такие лапки получаются. Тут повторяем точно так же. Здесь и здесь. Давайте я это сделаю быстро.
А вы нажмите на паузу и свяжите так сами. Ну и тут последнюю я делаю соединительный столбик. Все. Ниточку обрезаю. И сразу ее заправлю. Все. Так. Лапки у мышки готовы. Вот, смотрите. Так, этот хвостик мы потом уберем. Ну что, давайте, наверное, свяжем хвостик, а потом уже ушки. И, наверное, ее начешем перед тем, как пришивать ушки. Давайте свяжем хвостик. Нам надо наша с вами ниточка. Так, выбираем, где у нас с вами будет лицо, где пузика. Я предлагаю выбрать так, чтобы, смотрите, вот эти ручки, они внутрь так загинались, поэтому это у меня будет лицо. Здесь нахожу примерно серединку. Вводим крючок. Розовая ниточка берем наша. И вяжем. Давайте 10 воздушных петель. Одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16. Так, давайте 16 хватит. С второй петли от крючка мы вяжем с вами соединительными столбиками. Давайте попробуем вязать его. 10, 11, 12, 13, 14. И вот сюда же делаем тоже такой соединительный столбик. Лучше иголочкой тут его проденем. А сейчас это вытащим, потом я продену иголочкой. Ну, как по мне, этого хвостика достаточно будет такого тоненького. Ниточку мы обрезаем, закрепляем хорошенько. Хотите, можно тут вот так завязать. И между хвостиками продеть.
Как-то так. Нет, можно здесь. Его все равно не будет видно. Всё. Вот готов у мыши. Ну, примерно посерединке получился. Так, теперь, прежде чем мы свяжем с вами ушки, мы берем пуходерочку и, как обычно, с вами немножко начесываем. Сначала в одну сторону, потом разворачиваем и начесываем в другую сторону. Точно так же и здесь. Тут немножко вот так поднять надо будет. Вот, видите, я аккуратненько, чтобы вот такая она стала пушистенькая. Давайте это сделаю за кадром и уже покажу вам готовую. Вяжем ушко. Кольцо амигуруми. 6 столбиков кольцо амигуруми. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Стягиваем. Соединительный столбик. И теперь делаем 6 прибавок. Второй ряд. 12 столбиков должно получиться. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. И последняя, шестая. Все, ушко готово. Делаем соединительный столбик. Ниточку оставляем, чтобы мы могли пришить ушко. Вяжем таких 2. Я уже связала. Мне осталось их пришить. Вот так. И приклеить глазки. Давайте я пришью, приклею глазки и скажу, на каком ряду я их пришила. Так, ну и вот, ушки пришиты. Ушки я пришила на 14 ряду. Затем я сделала вот такую петельку, чтобы сюда можно было повесить брелок и ключики. И вот такой брелок у нас получается. Глазки приклеила. Все. Мышка готова. Вот такая она смешнюля у нас с вами получилась. Мягенькая, пушистенькая, интересненькая. Если вам понравился мастер-класс, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет приятно.